Так, значит, во-первых, большое крутое видео делается с иллюстрациями, со сценарием, вся фигня. Оно делается, и оно когда-нибудь будет сделано. А пока что я решил сделать видео в классическом жанре. Увидел картинку, она мне понравилась, сел и сделал видео. Окей. Итак, что мы видим на этой картинке? На этой картинке мы видим бутылку вискаря и деления, которые показывают нам, что происходит в голове у человека, который постепенно эту бутылку опустошает. Первое деление гласит: немного виски после работы еще никому не вредило. Мне кажется, что эта мысль, она появляется не когда ты уже начал бутылку, а когда ты ее берешь в магазине. Идешь ты вдоль рядов, смотришь на Мишеньку под вишенкой и думаешь: ну господи, ну что, ну я настолько редко пью, что как бы, хуже не будет. Вот, поэтому дальше. Интересно, могу ли я смешать это с соусом табаско? Но видите, я не пью такие хитроумные напитки, как виски, поэтому я не знаю, можно ли и нужно ли его с чем-то смешивать. Но окей, допустим. Далее, я должен ей позвонить. И далее, черт, Rainbow Dash так горяча. Я считаю, что эти два пункта нужно переставить местами, потому что мне кажется, что сначала, постепенно напиваясь, тебе хочется быстрых, легких удовольствий, как, например, порнография. А потом, напиваясь сильнее, твоя глубинная печаль, она углубляется, и ты начинаешь уже думать о ней. Не просто вот бы сейчас, короче, на чьи-нибудь сиськи посмотреть, да? Ты начинаешь думать о ней, которая в твоей душе занимает большее место, чем сиюминутное удовольствие плотского характера. Поэтому вот так вот, я бы поменял эти два пункта местами. Далее, где мои ключи от машины? Я вот этого пункта не понимаю. Видимо, в целом он про то, что ты резко начинаешь искать какую-то вещь. Или ты резко начинаешь озабачиваться какой-то такой странной бытовой фигней. Например, я так представляю, начинаешь мыть окна неожиданно. Ну, кстати, это бывает. Окей, тогда я понимаю этот пункт. Действительно, иногда в состоянии подпития меня что-то торкает, и я начинаю пыль вытирать. Да, окей, может быть. Далее. I mean, seriously, though. 6 million? Действительно. Ну какие 6 миллионов? О чем вы говорите? И тени там от дыма не так падают. И охранники, открыв двери, сами бы отравились этим газом. Ну короче, смешно говорить. Действительно. Далее. Молча смотришь на свой шотган. У меня нет оружия, я православный человек. Но, видимо, это, короче, некие такие мыслишки про Су. И это предпоследняя ступень, то есть это прям ты уже очень пьян. Может быть, мне не хватает какой-то глубинной грусти в моей жизни, но я не помню, чтобы меня под алкоголем сильно накрывали негативные эмоции. Мне наоборот становится в основном насрать, либо весело. Либо насрать, либо весело. А так, чтобы я прям приуныл пуще прежнего, это вряд ли. Настолько, чтобы с балкона выкинуться, нет. И последний пункт. Нужно вернуться в Warframe. В принципе, да. Действительно. Я так вот представляю. 3 часа ночи. Куча бутылок стоит на столе и вокруг стола. Кот уже даже не подходит. И я в этот момент решаю, что да, нужно скачать Quake 3, блять. А как же? Когда, если не сейчас? Ой, смешная картинка, короче. И видите, она, даже если не все пункты совпадают с вами, тут есть какие-то, мне кажется, наблюдения, которые универсальны. И этим она прикольная. Такие дела.